недавно ко мне обратилась с вопросом автор YouTube-канала «Все беды ада». Когда она приехала на Сейшелы после посещения Красного моря, то ее очень удивило, что все бабочки аурига на Сейшелах черным пятном на спинном плавнике, а в Красном море они все без пятна. Сказала, что пыталась найти объяснение этому, но ничего не нашла и спросила у меня, не знаю ли я, в чем тут дело. Я пообещал, что попробую разобраться, и если получится, то отвечу ей. У молоди рыбы-бабочки такие пятна часто присутствуют, и они создают эффект ложного глаза. Благодаря ему хищники обычно атакуют этих рыбок с хвоста, а не с головы. Тем более, что настоящий глаз у них замаскирован пересекающей его черной полосой. Это дает возможность рыбке ускользнуть от хищника или в крайнем случае оставить у него в зубах только кусочек хвостового плавника. Эти пятна еще называют глазчицами. У рыб-бабочек они обычно расположены на задней части спинного плавника или на теле сзади, часто у основания хвостового плавника. При взрослении большинство видов рыб-бабочек теряет его. Я посмотрел соотношение видов, сохранивших пятно и потерявших, в разных регионах на фишбазе. Пришел к выводу, что чем мутнее вода в регионе, тем относительно больше видов сохраняет пятно. Похоже, что прозрачность воды играет главную роль, но это не совсем так. Прозрачность воды сама по себе не может оказывать влияние на рисунок и окраску рыб. Она скорее сопутствующий фактор. На наличие или отсутствие пятна оказывает влияние тот фактор, из-за которого оно возникло, то есть хищники. Посмотрим, как связана прозрачность воды с эффективностью тех или иных хищников. Большая часть рыб-хищников делится на две большие группы. Первая – засадчики, атакующие засады, и вторая – свободно плавающие, атакующие по ходу плавания. Чем выше прозрачность воды, тем жертве легче обнаружить своего плывущего врага, а чем она мутнее, тем труднее. В этом случае пятно полезно. Обнаружить засадчика из-за его маскировки, что в мутной, что в прозрачной воде, одинаково трудно. Кроме того, засадчики, как правило, имеют огромную пасть и заглатывают добычу целиком, неважно откуда, с головы, с хвоста или сбоку. И от пятна никакого проку, и нет смысла сохранять его. В Красном море прозрачность самая высокая, и там преобладают засадчики. Поэтому неудивительно, что там все рыбы, бабочки без пятна, а те, что изначально им обладали, потеряли его. На Сейшелах и засадчики, и свободно плавающие представлены хорошо, но атакующих сходу намного больше, и там, ауриге, нет никакого смысла расставаться со своим пятном. Еще одно отличие Красного моря – это его изолированность от Индийского океана. У ауриги довольно длительная стадия пелагической личинки. Несмотря на узость Баб-эль-Мандебского пролива, ее личинки все же проникают в Красное море. У них из-за длительности этой стадии достаточно времени для этого. Они привносят в генофонд красноморской популяции гены из основного ареала, но это все же не позволило ауриге сохранить там свое пятно, хотя и задерживает ее разделение на два самостоятельных вида. Ауриги, как и большинство рыб-бабочек, живут парами. И когда теряет партнера, то новую пару им создать не так легко, ведь большинство потенциальных партнеров уже заняты. Поэтому иногда они создают пару с такими же неудачниками из близких видов, что ведет к гибридизации. Гибриды у рыб-бабочек жизнеспособны и способны размножаться. Большая часть их личинок из-за затрудненности выхода из Красного моря остается в нем же. Поскольку их разносят течениями по всему морю, то подобных себе им трудно встретить. Поэтому пары они обычно создают с одним из родительских видов. Обычно это аурига. В Красном море все рыбы-бабочки, у которых в юном возрасте присутствовали глазчатые пятна, в зрелом возрасте их потеряли. В результате такой
гибридизации в геном популяции аурыги включаются гены видов, у которых при взрослении глазчатое пятно пропадает. Это также могло способствовать исчезновению пятна. Таким образом, потеря пятна у этой рыбы в Красном море, вероятно, произошло вследствие влияния специфического состава хищников в нем в сочетании с гибридизацией.